Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я по многочисленным просьбам пеку рождественские медово-имбирные пряники. И эти пряники – это одни из самых нежных и мягких медово-имбирных пряников, которые я вообще когда-либо пробовала. Вот по этой рецептуре. Поверхность у каждого пряника просто идеальная, без всяких пузырьков, шероховатости и так далее. И эта поверхность идеально подходит для домашнего, так сказать, открытого украшения пряника, где большая часть поверхности пряника видна, то есть она не заливается глазурью. Пряники эти с каждым днем становятся еще вкуснее. Они очень долго не черствеют, они очень долго хранятся. Пряники по этому рецепту готовятся из самых простых и доступных продуктов, самым простым и доступным методом. Даже без всякого миксера будем готовить эти пряники. Получится они у всех. Покажу некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в этом видео. Покажу, как их украсить очень простой, необыкновенно вкусной и безопасной глазурью. То есть в этом видео я покажу все нюансы их приготовления и также некоторые идеи вам дам для домашнего такого украшения пряников. Это можно приготовить и с детьми. Рождество – это, конечно же, семейный праздник. И, во-первых, радуются, конечно же, дети. Поэтому я здесь и поделюсь несложными профессиональными идеями украшения пряников, а именно украшу эти пряники в той технике, в которой каждый ребенок даже сможет их украсить. Потому что радость, которую приносит предрождественская выпечка в процессе ее приготовления, она является неотъемлемой частью праздника, я бы сказала, для детей, да и для взрослых тоже. Вот так безупречно выглядят эти пряники, даже вот с такими большими прорезями. Я намеренно здесь такие их выпекла, чтобы показать, насколько хорошо они держат форму и какой идеальный у них верх. Итак, давайте приготовим тесто. 280 грамм меда, 180 грамм сахара и щепотка соли. Также я добавляю туда 20 грамм приправы, уже готовые для имбирных пряников. Подробно в описании я вам пропорции все напишу на эту приправу, что правильно туда нужно положить. Итак, сейчас вот эту всю массу я доведу до кипения. По сути, мне нужно здесь будет просто, чтобы растворился весь сахар. Помешивать нужно непрерывно. Когда масса закипит, я ее уже снимаю с огня. Соду я в нее сразу не добавляю, как вы видите. Вот на данном этапе очень важно, чтобы полностью растворился сахар. Соду добавим уже в готовую массу, уже на столе. Таким образом, пряники будут еще более мягкими и нежными. Я добавляю туда 2 чайные ложки соды без горки. Это примерно 6-7 грамм пищевой соды. Не разрыхлитель здесь нужен, а именно сода. Посуду берите такую чуть повыше, потому что вся эта масса сейчас вспенится. Благодаря тому, что масса очень горячая, сода гасится медом здесь в данном случае. И добавляю туда, чтобы остудить массу, сейчас 250 грамм холодного сливочного масла. Прямо из холодильника. Все это я сейчас перемешиваю. Для того, чтобы нам ввести в эту массу яйца, масса должна быть хотя бы 60 градусов Цельсия. Я сейчас для вас померяю это все термометром, пирометром. Масло на данном этапе должно полностью раствориться. Вот это очень важно. Благодаря специям цвет у пряников уже сразу будет очень красивым. Перелила в большую емкость. Температура сейчас у массы 54 градуса Цельсия. Можно смело вводить яйца туда. 3 яйца среднего размера. Вес общий яиц здесь примерно 150 грамм. Добавляю, перемешиваю. Масса должна быть теплая, она не должна быть холодной. То есть примерно от 50 до 60 градусов. В этом рецепте на это количество продуктов мне понадобится 800 грамм просеянной муки. Сейчас 700 грамм муки я смело просеиваю в тесто. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Количество белка в этой муке, которую я использую, 11 грамм на 100 грамм муки. То есть обычная совершенно мука. И последующие 100 грамм муки я буду использовать для припыления стола. И таким образом они все равно вмешаются в тесто, но позже. Если у вас тесто уже будет очень густое после введения 700 грамм муки, тогда уже не вводите дальше муку. Вот на этом этапе, может быть даже дальше, вам будет казаться, что тесто очень жидкое. Ни в коем случае больше, чем 800 грамм муки на этот рецепт не добавляйте. Потом все распределится
тесто отлежится, оно стабилизируется, все будет идеально. Вот эту муку я беру сейчас из тех 100 граммов, которые я оставляла для работы на столе. Это тесто уже хорошо объединяется в комок, оно не липнет к рукам, но я его на столе сейчас повытягиваю еще 2-3 минуты, не дольше. Если вы будете замешивать тесто в тестомесе, я обычно на такой средней скорости тестомеса вымешиваю его 1, максимум 1,5 минуты. Когда в тестомесе я замешиваю руками 2-3 минуты. Вот это мы делаем для того, чтобы потом была идеальнейшей поверхностью пряников. Я вам показывала в начале видео, какие они все у меня гладкие. На вкус пряника это абсолютно никак не повлияет, они будут необыкновенно нежные и мягкие. Тесто должно как бы вот так стекать. С руки это нормально, когда мы его вот так вешаем на руку. Сейчас я поделила для удобства все это тесто на 4 части и убираю на 2 часа в холодильник, чтобы оно очень хорошо охладилось. Либо просто на полчаса в морозилку, просто чтобы вот такое холодное оно было, чтобы удобно с ним уже было работать. Итак, тесто у меня уже отлежалось в холодильнике. Раскатываю я сейчас это тесто в пласт 6 мм в толщину. То есть никакие не 3, не 4 мм, как на печенье мы берем, а именно 6 мм. У меня выставлена сейчас толщина этого теста у скалки. Формы здесь, вырубки вот эти, я беру где-то в среднем 9-10 сантиметров в длину, чтобы вам так сориентироваться. Выпекаю я все мои пряники при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне от 8 до 12 минут. Здесь все зависит именно от размера самого пряника. Если они вот такие вот тоненькие, как вот эти человечки пряничные, или еще какие-то такие у вас совсем тоненькие будут модели, тогда 8 минут. Если такого среднего размера, 10 минут. Если такие крупные, как вот домики здесь у меня будут, снежинки очень объемные, они почти 11 сантиметров у меня, тогда по 12 минут. Средние примерно 10-11 минут. Все будет зависеть только от особенностей вашей духовки. Холодное тесто перед раскатыванием обязательно разминаем, и потом только раскатываем, чтобы вышел лишний воздух. Если вы вот так вот будете вытягивать тесто на столе, как я вам показала, когда руками замешивать, или же там в планетарном миксере минуту-полторы будете вымешивать его, все изделия у вас будут с идеальной поверхностью. Знаю уже из многолетнего опыта, в идеальном варианте выпекать пряники следует на перфорированном коврике. У меня он повредился, я еще не заказала себе другой, поэтому я сегодня выпекаю на силиконовых ковриках. И самые тонкие я вам покажу, как выпекать на тефлоновом коврике. Все это я покажу вам в видео, но можно также и на бумаге для выпечки. Итак, первые прянички отпеклись, даем им слегка полежать на коврике, и тогда они прекрасно просто отделяются от коврика. Сейчас еще в горячем виде разламываю. Вот такой прекрасный у них разлом. Прянички такие объемные, потому что мы раскатывали тесто именно 6 мм в толщину. То есть не как на печенье, а именно как на пряники. Вот это важно здесь, учтите это. Если вы заметили, благодаря этому рецепту и этому способу вымешивания теста, который я вам показала в начале, я даже не припыляю поверхность мукой. То есть тесто раскатывается превосходно и без муки. И оно будет прекрасно держать форму даже в теплом виде. Просто работать с ним в холодном виде удобнее. Вот эти я буду выпекать примерно 12 минут. Они огромные, эти снежинки. Итак, снежинки у меня отпеклись. И я их вот так слегка подровняю сейчас при помощи дна от формы для выпечки. Можно противень брать, можно какую-то доску брать. Очень бережно, именно в горячем виде. Мы их слегка прижимаем, чтобы выгладилась поверхность. Этого можно не делать, я же это делаю намеренно для того, чтобы потом рисовать вот на этой идеальной гладкой поверхности. Если вы будете заливать донышко глазурью, этого можно не делать. Я вам сейчас покажу, чем их идеально, конечно, выравнивать, но далеко не у всех это есть. То есть это форма для запекания, стеклянная. Она и тяжеленькая такая, и держаться там есть за что. И все видно, как мы на них давим. Вот эти вот домики я выпекала, естественно, 12 минут, потому что они очень объемные. И, конечно же, чтобы они все полностью пропеклись. Вот такой формы для запекания идеально просто выравнивать. Вы видите, что происходит с пряником в этот момент. После выравнивания пряник не деформируется. То есть вы видите, что тесто не пузырится. Оно идеально ровно выпекается, и оно необыкновенно просто нежное и вкусное.
здесь очень важный момент. Чтобы вам приспособиться именно к своей духовке, я здесь озвучиваю, конечно, время, которое в моей духовке действует. 180 градусов Цельсия, но вам нужно отпечь первую партию пряников, и когда вы их уже достанете из духовки, они должны быть мягкими. Они ни в коем случае не должны быть у вас зажаренными. Вот это очень важно. Вам нужно приспособиться под свою духовку. Вот сейчас я раскатываю вот это тесто в 3 миллиметра, чтобы вы посмотрели, как они и тонкими идеально просто держат свою форму. И еще дополнительно я намеренно вырубаю у них вот такие большие серединки. И вы посмотрите, что даже такие тонкие фигурки из них получаются просто ровнейшими, с идеальными уголками и с очень красивой и гладкой поверхностью. И они просто необыкновенно вкусные. Вот такие большие, но очень тонкие пряники я буду выпекать примерно 5-6 минут в моей духовке, не больше. Будет хотеться еще попечь, но не нужно, иначе вы их пересушите. Если вы захотите, вот такие прянички по типу уже печенья испечь. Но если вы не будете у них вырубать вот эту серединку, то 6 минут для такого тонкого раскатывания в 3 миллиметра это достаточно. Тоже 180 градусов Цельсия. Итак, они у меня отпеклись. И вот эти пряники я уже выпекаю на тефлоновом коврике. Я их также слегка вот так прижимаю формой, вот этой прозрачной, буквально едва дотрагиваясь. Они сразу же выравниваются, и их уже можно украшать любым видом. Это просто для украшения именно верхней стороны пряника. Обычно мастера по пряникам заливают именно обратную сторону пряника, то есть донышко глазурью, и уже на ней рисуют. Это все на ваше усмотрение. Я вам показываю здесь просто превосходный рецепт с превосходным результатом. Если вы захотите сделать топеры, то есть вставить шпажки в эти пряники, либо же сразу вставляйте уже в сырое тесто, либо же следует вставлять эту шпажку еще в очень горячий пряник. И, конечно же, пряники, которые по 3 мм в толщину мы раскатывали тесто, они для этого не подходят. Хотя бы 4-5 мм должна быть толщина теста. У меня остались уже остатки теста ото всех моих партий. Я раскатываю уже вот это теплое тесто также в 6 мм. Вырубаю из них пряники и выпекаю также при 180 градусах Цельсия. И посмотрите, даже из теплого теста, какие красивые и гладкие пряники у нас получаются. Если вы тесто не будете вот так вытягивать на столе, когда вы будете готовить тесто, пряники у вас по этому же рецепту приготовленные могут быть с такими шероховатостями, выпуклостями, какими-то пузырьками сверху, то есть будут какие-то изъяны на них. Поэтому я очень советую вот так приготовить тесто, как я показала. Если вы будете готовить пряники на перфорированном коврике, они сейчас везде продаются, и во всех кондитерских магазинах и на маркетплейсах, у вас донышко будет идеально ровное, без пузырьков. Вот это тоже очень важно. Итак, пряники мои все отпеклись. Сейчас все те пряники, которые у меня выпекались из теста толщиной 6 мм, я буду украшать обычной кондитерской глазурью. У нас она в Германии продается в каждом магазине. Чтобы вам понять, многие спрашивать будут в комментариях, какая консистенция этой глазури. Вот консистенция этой глазури помягче будет, чем у той глазури кондитерской, из которой мы делаем, допустим, шары на торт. Она, конечно, такая поподвижнее и помягче. И эта глазурь, она идет, в принципе, у нас в Германии обозначается как кухонглазурь, то есть для поливания просто каких-то пирогов домашних. То есть, грубо говоря, для покрытия выпечки. Она очень вкусная, с ванильным запахом. Сразу же говорю, что вы можете использовать обычную белковую глазурь для этого. Вы можете использовать покупной айсинг. Сейчас его продается масса на всех маркетплейсах, в кондитерских магазинах. Далеко не все любят вкус белковой глазури на изделиях, особенно если это из сырого белка приготовлено, будет какой-то запах. Кто-то боится бактерий, которые могут быть от сырого белка в этой глазури. То есть здесь очень разные у всех причины, и поэтому я показываю как альтернативу, что можно даже вот такой обычной ванильной кондитерской глазурью украсить вот эти пряники. По вкусу сочетается идеально эта глазурь со вкусом пряника медового. То есть просто хотела здесь познакомить вас, как и обычной кондитерской глазурью, не белковой, еще раз повторяю. Она на вкус чем-то похожа на белый шоколад, но чем-то. То есть у нее нет вкуса белого шоколада. Она прекрасно будет держать форму. Я ее растопила сейчас в микроволновке, как указано это от производителя. Она у меня, по сути, в кондитерском мешке еще очень теплая, поэтому немножко она по-другому, конечно,
выглядит сейчас при моей работе с ней. К ней нужно приспособиться, и очень удобно ей работать. На украшение всей этой большой массы пряников, вот такое украшение, как я вам показываю, уйдет около 200 грамм кондитерской глазури. Девочки, кто в Германии живет, это обычная у нас ванили кухонглазур. Она продается в Нетто, в Эдеке, в принципе, во всех больших супермаркетах ее можно купить. Даю вам здесь такие самые простые, я бы сказала, варианты украшения, которые может, в принципе, сделать каждая хозяйка. Можно это делать с детьми, можно посыпать различными посыпками. Моей задачей здесь в этом видео было познакомить вас с роскошным этим тестом и дать несколько идей именно для украшений, как это можно сделать не профессионалу, а совершенно человеку, который один раз в год, может быть, даже еще реже, вот так просто для своих близких украшает медово-имбирные пряники. Идей здесь, конечно, масса всяких, но показываю вам такое вот базовое украшение. Можно вот таким кондитерским сахаром посыпать. Очень красиво он смотрится всегда. Дети очень радуются всегда вот такому украшению. Делается это элементарно, просто и быстро. И домик также. Глазурь я еще раз растопила, уже другую, конечно, потому что здесь не хватает этого всего. Кондитерской глазурью прекрасно можно также украшать пряники. Она прекрасно держит форму, она долго очень сохраняется на изделии, она блестит. Она очень красиво блестит на изделии, эта глазурь. То есть есть свои преимущества тоже. И она абсолютно безопасна в плане бактерий, эта глазурь. И по сравнению с белковой глазурью, когда вы ее уже отсадили на изделие, эта глазурь, она очень быстро высыхает. То есть не надо долго ждать. Их можно уже через полчаса упаковывать, эти пряники, в подарочной упаковке. Делаю вот также снежинки на сердечках. В принципе, все это делается элементарно, просто и быстро. Немножко она, конечно, подтекает, к ней надо приспособиться, потому что я, по сути, ей еще теплой работаю, этой глазурью. И здесь главное температуру ее выдерживать, кто вот будет ей украшать. То есть могу только посоветовать. Многие даже не знают, что такое глазурь можно применять для росписи пряников. Можно, вот для домашних пряников можно. Именно для так называемого открытого украшения пряников, где большая часть поверхности пряника не закрывается никакой глазурью и украшениями. Вот такой прекрасный набор из 7 совершенно разных мотивов пряников у меня получается. То есть все на ваше усмотрение. Здесь можно украшать как хотите. Пряники, получается, одни из самых нежных и мягких, которые я когда-либо пробовала в своей жизни. Пряников я раньше пекла очень много, вот именно медово-имбирных пряников. Когда лет 7-8 назад были очень актуальны топеры из пряников для украшения, особенно детских тортов, я их перепекла разных много. Но вот этот рецепт, по этому рецепту получаются самые просто нежные пряники. И с каждым днем они становятся еще мягче и вкуснее. Хранить их в темном прохладном месте, в закрытом контейнере можно, и хранятся они до месяца спокойно. Они прекрасно транспортируются, они прекрасно упаковываются в разные упаковки. Пряники эти удивительные, то есть они очень нежные, вкусные на вкус, мягкие, и в то же время у них идеальная поверхность для такого домашнего украшения. Да и не только для домашнего. Я думаю, что у всех получится сделать такое украшение и порадовать своих близких. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.